Дорогие друзья, всем салют и рад приветствовать на своем канале. В сегодняшнем видосе хочу рассказать вам о крахе фонда Long Term Capital Management и о том, какую фатальную роль в этом сыграла Россия. Параллельно покажу вам торговую стратегию, вы можете взять ее на вооружение и использовать на регулярной основе. Не забывайте подписываться на канал, прожимать лайки, буду вам признателен. Всем желаю приятного просмотра, мы начинаем. Так, друзья, перед тем, как начать свое вещание, давайте разберемся в системе, о которой я вам сказал. Супертренд и ATR. Что с ними будем делать? По супертренду все понятно, прекрасный, спокойный индикатор, логически понятный, который просто показывает нам направление движения цены. Грубо говоря, куда открываться, вверх или вниз, правильно? Но могут попадаться вот такие участки, заборчики, где вы легко сольете свой баланс. И вот здесь в силу вступает индикатор ATR. Если мы видим, что он на минимуме, то мы ни в коем случае не открываем сделку. Это момент отсутствия волатильности. ATR – это индикатор волатильности. Вот поэтому здесь мы не открываемся. Когда ATR растет, все хорошо. Можем входить, искать уровни, торговать. Когда он снижается, это плохой знак. То есть трейдеры скучают, волатильность падает. Давайте другой пример. Здесь у нас сигнал на продажу. Рост ATR совпадал полностью с этим участком, можно было зарабатывать спокойно. Здесь у нас другая ситуация, вот такие типы графиков довольно сложные будут поначалу для всех, для вас. Смотрите, сигнал на покупку по супертренду, но вот такой вот забор растущий получается. Таким, и как бы ATR немножечко снижается. Да? То есть в такие случаи мы либо пропускаем, либо открываемся на минимальных значениях в лонг, соответственно по тренду. То есть данный индикатор это фильтр для сделок по супертренду. Мне кажется, что сейчас мы с вами откроем сделку, если не будет никаких резких сквизов и откатов. В принципе. Давайте лонг. Смотрите, в чем соль. Торгуем импульс. У нас есть пробитие прошлой зоны сопротивления. Вот здесь. Супертренд давно уже нам сказал о том, что цена растет. Мы это, в принципе, и видим на графике. Логично. ATR немножко развернулся, но учитывая предыдущий рост последние 5 минут, это нормально. Главное при работе с этим индикатором, повторяю, избегать моментов, когда он лежит на полу. Ну и пока ждем конца экспирации, давайте пару слов о нашей сегодняшней теме, друзья. Фонд Long Term Capital Management, основанный двумя лауреатами Нобелевской премии по математике. Они в свое время чуть не обрушивали всю финансовую систему мира, и об этом я вам сегодня расскажу. Это было в 1998 году. Что сделали эти ребята? Они взяли котировки, биржевые котировки и впихнули их в математическую модель по извлечению прибыли. Таким образом решили, что разгадали все секреты рынка. Но напрасно они так думали. Вот, об этом я вам расскажу чуть позже. Мы прерываемся на буквально 5 секунд и продолжаем снова нашу тему. Поехали. Глупо отрицать, что математика – это важная часть трейдинга. Но если у вас в голове со школьной парты осталась только таблица умножения, то это не повод расстраиваться. Гораздо хуже, если вы не учитесь и не впитываете информацию сейчас. В нашем деле без этого невозможно. Ну а если вы хотите получать ценную информацию из уст профессионала, то подписывайтесь не только на мой YouTube, но еще и на мой телеграм-канал. Ссылки оставлены в описании к этому ролику. В моем ТГ-канале лайфхаки и советы по торговле не только классные, но еще и рабочие. А также живые лайв-торговые сессий, в которых вы можете принять свое участие бесплатно. Как насчет того, чтобы разогнать свой депозит со 100 до 5000 долларов за одну неделю? Не верите? Переходите в ТГ и смотрите отзывы моих участников, которые уже это сделали. Ссылки на мой телеграм-канал в описании к этому ролику. Я жду вас, а мы продолжаем. Открываем сразу же лонг, опять ловим импульс, здесь даже лучше, чем в предыдущий раз. У нас отличная стадия по ATR, он вверху, видите, снижается, но он вверху. При этом есть отскок от этого уровня, смотрите, чик, есть, супер. Даже последний супертренд нам дает сигнал на покупку. Все, поэтому в принципе все ждем. Пробил, тем более график, вот эту наклонную, как бы предыдущий уровень снижения цены, тренд. Все окей, возвращаемся к фонду гениев. Опустим, как именно эти ребята собрались вместе, не так важно. Важно, как они видели торговлю.
Эти парни считали, что рынок — это идеальная машина. Их модели были основаны на теории вероятности и показывали, что определенные активы, например, облигации разных стран, должны сходиться рано или поздно в цене. Если они временно расходятся, это аномалия, статистический шум. И фонд торговал именно в сторону схождения с минимальным риском фиаско для себя. У меня сделка тем временем в плюсе, я планирую остаться здесь же. В целом, на вот этом откатике, на небольшом, если опять резких движений нет, можно открываться в лонг. Все остальное — это рыночный шум. Итак, возвращаемся к нобелевским лауреатам на рынке. Их фонд всегда торговал на схождение аномальных разрывов цен, это я вам сказал. При этом авторитет аналитиков был настолько высок, что их команда не сомневалась в успехе вообще ни на секунду и позволяла себе очень многое. Они открывали кредитные плечи 100 к 1. 100 к 1. Это огромные риски. И пока рынок был спокоен, все было гладко. Они зарабатывали миллиарды. Их математика работала безупречно. Как вы уже поняли, ключевое слово здесь «пока». Стоит сказать, что работа производилась в США, лидирующая страна мира, полная глобализация, тотальное спокойствие графиков, то есть все было предсказуемо. Рынок в те года, в ту эпоху, был одним из самых читаемых рынков за всю историю вообще его существования. И вот здесь начинается самое интересное. Сделка в плюсе. Не совсем большое движение я словил, но мы перезайдем в рынок. Это будет крайняя сделка. Мне не нравится, что АТР уже снижается так низко. Но окей, крайне. Итак, что было с нашим фондом? Его снес сам рынок. Ученые просчитались не в формуле, а в самой реальности. Их модели были построены на данных за всего несколько лет. Но затем случилось то, что случилось. В 1998 году Россия объявила дефолт. А тогда в страну вливались огромные деньги с Запада. Рынок вместо того, чтобы вести себя рационально, впал в панику. Все инвесторы бросились в безопасные активы, разрывая любые корреляции. И цены разошлись не чуть-чуть, как все предсказывали ранее, а катастрофически. И вот тогда сработал второй фактор. Огромное кредитное плечо, 100 к 1. Представьте себе, падение всего на несколько процентов означало уже многомиллиардные убытки. Фонд оказался на грани банкротства, а его колоссальные позиции угрожали цепной реакцией обрушить всю мировую банковскую систему, потому что все было завязано. Я снова в плюсе, предлагаю закончить тут на этой драматической ноте и продолжить уже на другом графике. Поехали. Так, ребят, очень много лонговых сигналов сегодня, поэтому берем с рынка все, что есть. Как видите, АТР растет, явный сигнал от супертренда, актив в фазе роста, при этом цена как раз отскочила вверх от границы супертренда. Это тоже есть сигнал. И есть куда расти. Впереди ключевой уровень, который может быть пробит или сыграть уровнем сопротивления. Продолжим. Фонд оказался в очень плохой ситуации. Это угрожало не только команде и инвесторам, но и всей финансовой системе Америки и мира. Все могло рухнуть по принципу домино, поэтому ФРС пришлось экстренно собирать консорциум из крупнейших банков для спасения всего этого дела. Не фонда, а всей экономики, как вы поняли. Тогда финансовую систему удерживали на плаву, и этот кризис закончился благополучно, но, конечно же, никто больше так не игрался с математическими моделями на рынке. А нобелевские лауреаты просто перестали лезть на биржу. В конечном итоге у меня возврат. Так обидно. Такой хороший был рост, отрост даже вернее. Потому что новая свеча открылась с гэпом вниз. Ну ладно, я в своем анализе уверен, поэтому продолжим. Давайте подведем многочисленные итоги по фонду, которые будут полезны для нас даже сейчас. Самые очевидные, чтобы быть трейдером, не нужно быть гением математики. Напротив, даже самые лучшие ученые иногда ошибаются. Что математика — это карта, это не территория. Модель описывает прошлое, а рынок — это живая иррациональная модель, система, которая может образовывать события, невиданные ранее. И кредитное плечо, кстати, это очень опасный инструмент. Он повышает вознаграждение пропорционально риску. Но если вы допускаете любую ошибку, даже самую маловероятную ошибку, то все, ваш депозит сжигается на глазах.
Кстати, я говорил, что будет импульс, и вот он импульс. Это тот самый момент, когда можно прочесть график даже без Нобелевской премии. Забрали свои деньги, друзья, прекрасно. Я думаю, что можно вот на этом импульсе войти еще раз уж быки заявили о себе, АТР пока не думает спускаться вниз. Кстати, еще раз говорю, всегда проверяйте АТР перед открытием сделки. Это спасет ваши деньги. Снова в лонг. Давайте пару слов о Long Term Capital Management. Они были правы в своих математических моделях, в теории вероятности, но они не учли одну очевидную вещь. Рано или поздно любой рынок, любое, вернее, невероятное событие обязательно сбудется. Это называется черный лебедь. И в случае фонда им стал дефолт России, который буквально всколыхнул весь тогдашний мир. Очень странно, что ученые, финансисты не учли этого в планировании, ведь даже в названии их фонда значится долгосрочный. Впрочем, тогда был совсем другой дух времени, и спорить с нобелевскими лауреатами в те года, по крайней мере, я бы точно не стал, так же, как и сегодня на самом деле. Зато я могу сказать простую вещь, которая актуальна сейчас. На рынке наш успех – это управление рисками, психология и готовность к самым худшим вариантам развития событий. К чему нужно быть готовым, сейчас расскажу. Забрали мощную зеленую свечу с импульса, и, наверное, сейчас отшлифуем мой баланс третьей сделки. Я обожаю такие моменты, просто предугадать начало действительно важного движения, а потом снимать с него все сливки. Давайте, третий, ой, прекрасно, сразу рост. Все, я спокоен, финальный вывод по фонду. Фонд проиграл. Не потому, что его создатели были глупцами. Скорее всего, даже они были слишком умны для того, чтобы себя обезопасить. Они окрылились успехом, а затем еще и многомиллиардный доход, их авторитет. Разве этим людям в тот момент может кто-то что-то сказать? Они были в плену собственного успеха и просто не представляли себе сюжет, в котором все пойдет не по плану. Это крайне плохой поведенческий паттерн для трейдера. А если сейчас серьезно, то сомневайтесь в каждом своем действии, друзья. Критикуйте себя, ищите любую ошибку свою на графике и всегда ждите, что рынок может пойти против вас. А вы банально ошибетесь. Так советовал легенда краткосрочной торговли Ларри Вильямс. Рекомендую все его книги к прочтению. Прям любую берите, они все классные и очень будут полезны. Сделка в плюсе, друзья, прекрасно. Давайте перейдем к итогам нашей торговой сессии. Ну что, друзья, не нужно быть нобелевским лауреатом для того, чтобы стать великим трейдером. Нужно побольше практиковаться, систематизировать все свои действия и вести подробную отчетность. Запомните, главное правило рынка – это выжить сегодня, чтобы завтра была возможность заработать. Звучит, например, так. Всем большое спасибо за просмотр. Если видос был полезным и понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии. С вами я прощаюсь. До встречи в моих новых видео. Всем пока.